На днях решила себе напомнить вдруг персонаж, который вроде бы всегда тут был с нами. И на больших должностях сидел, и не то на серебре, на золоте едал, а спустя меньше года с нового назначения обернулся буквально пультом от телевизора. То есть он где-то точно есть, но никто точно не знает где. Андрей Турчак, человек, которого народная молва назначала чуть ли не преемником президента, был отослан в конечном счете властвовать в Республику Алтай. И там с большой помпой, такой, чтобы добралась до самого большого начальника, отправил вдруг в отставку правительство региона. Читая эти строки воззвания Ваньки Жукова на деревню дедушки, мы не могли не задаться вопросом, а как в принципе сложилась судьба тех, кто вот уже совсем завтра, в ближайшие годы, должен был стать преемником Владимира Путина. Потому что так уж выходит, что с того момента, как все эти персонажи выпадают из фольклорного оборота будущих преемников и нынешних соправителей, о них сразу все и напрочь забывают. Поговорим сегодня об этих людях. Как Путин поступал с теми, про кого ходили слухи, что эти вторые номера будут делить его наследство. И главное, почему так происходит. Турчак-младший по многим причинам персонаж интересный. Во-первых, он сын Анатолия Турчака, весьма близкого к Владимиру Путину человека. Карьера Турчака-младшего – это просто что-то с чем-то. В 30 лет он становится сенатором, в 32 становится губернатором Псковской области. Просидев в губернаторском кресле 8 лет, он направляется не в СИЗО, как вообще-то ныне положено, а на стремительное повышение. Из главы маленького и очень бедного субъекта федерации фактически превращается в главу «Единой России». Формально председатель партии Дмитрий Медведев, но Турчак становится секретарем Генсовета, главного управленческого органа «Единой России». Да, в России нет как такового института правящей партии. «Единая Россия» просто зонтичный бренд над высшей номенклатурой. Но быть начальником в такой структуре – это вам не губернаторствовать в глубоко провинциальной области. Это одна из высших номенклатурных должностей, которую Турчак занимает до того, как ему исполняется 42 года. А параллельно с 2020-го Турчак становится заместителем председателя Совфеда. Поэтому, когда знатные кремлинологи прочили Турчака в преемники, это не звучало как бред сумасшедшего. Человеку явно прорубают большую карьеру. Дали поруководить регионом, получить реальный управленческий опыт, ввели в партийное и законодательное начальство. Кронпринц, как он есть. Кронпринц, который никогда не пытался как-то пересидеть или как-нибудь отмолчаться. Он в первых рядах нашил букву Z на все доступные поверхности верхней одежды. Поехал на оккупированные территории и выдал ставшую мемом фразу «Россия здесь навсегда», которую он умудрился произнести буквально за 3 месяца до того, как российская армия отступила из Херсона. Турчак-младший был во всех мыслимых списках лидеров постпутинской России. Каждая деталь его биографии буквально кричала: такого верного подавана Путин может присматривать как свою замену. Словом, готовый преемник, которому даже с рук сошло покушение на журналиста Олега Кашина, причем еще в те светлые медведевские годы, когда такие штуки губернаторам с рук не сходили. Закончился стремительный взлет Турчака буквально в один день прошлой осенью. 3 октября Кронпринц был отправлен руководить Республикой Алтай, субъектом федерации, занимающим почетное 83-е место по ВРП на душу населения из 85. С расходной частью бюджета на этот год в 38 миллиардов рублей, что сопоставимо с расходами Москвы примерно за 60 часов. Мало того, что Турчака сослали чисто географически, куда Макар телят не гонял, в регион, где единственный город — это 60-тысячный Горно-Алтайск, а остальное — сельская местность. Но Турчака сослали туда, где нет промышленности, нет вообще никаких финансовых потоков. Его отправили распределять такой бюджет, с которым даже если его украсть весь целиком, приличного дворца не построишь. Для понимания масштабов унижения, у полковника Захарченко в свое время наличных денег нашли на 8 миллиардов, а годовой бюджет Республики Алтай всей всего в 5 раз больше. Николай Платонович Патрушев, пожалуй, самый колоритный персонаж нашей подборки. Никто его не прочил в преемнике, просто потому что он на год старше Путина, но последние лет 10 ведущие западные издания радостно записывали его в соправители. Тем временем же Николай Патрушев в течение рекордных 16 лет, с момента как ушел с должности директора ФСБ, занимал пост секретаря Совета Безопасности, органа, у которого, строго говоря, нет никаких полномочий. У него нет кадровых, нормотворческих, надзорных функций, нет бюджетов, если не считать денег на содержание собственного аппарата. Это не силовой орган со своим следствием и вооруженными людьми.
По большому счету, Совбез — это такой формат регулярных встреч президента с большими начальниками, от премьера до мэров Москвы и Питера. А у членов Совета, у которых нет собственной заметной должности, единственная функция — это такие встречи организовывать. При этом надо признать, что Патрушев всю дорогу был невероятно активен в публичном поле. Писал многополосные статьи в главные государственные СМИ, вроде «Российской газеты». Давал пугающих масштабов интервью, где излагал самую лютую конспирологию, какую только можно представить. Очевидно, именно такое поведение знатно вводило в заблуждение западных журналистов, привыкших жить в публичной политике. Ведь в их логике публичность и власть почти синонимы. В их логике тот, кто на страницах государственных изданий упражняется в ментальном рукоблудии, подверстывая условных печенегов к текущим путинским решениям, он и есть соправитель, серый кардинал, который стоит за всеми решениями. Если почитать, что писали о Патрушеве в первые 2 года войны, выходит, что не так страшен Путин, как его Николай. Ведь именно в последнем сконцентрирована вся темная завоевательная амбиция российской элиты. Именно он правит страной и толкает Путина на сумасшедшие решения. Надо думать, что за такие разговоры Патрушев и поплатился. 14 мая 1924 года, сразу после того, как Путин в очередной раз прошел инаугурацию, а силовики пошли со сталинским размахом громить Минобороны, Патрушев был снят со своей, пусть и номинальной, но весьма громкой должности. Снят максимально унизительным образом. Ему не дали место в руководстве госкомпании, не передали большой и красивый регион или министерство, даже каким-нибудь председателем Совфеда не назначили. Он стал помощником президента. Причем никто не ограничился сухим назначением. Мало ли у президента помощников. Но нет, тут было отдельно объявлено. Человек с исключительно чекистской карьерой, который вряд ли корму от палубы отличит, будет советовать президенту по вопросам кораблестроения. Пока Патрушева-старшего прочили всего-то в соправителе, его сына Дмитрия считали полноценным преемником. По молодости лет его подержали на высоких должностях в аффилированных с государством банках и корпорациях – ВТБ, Газпроме, Россельхозбанке. И, видимо, должность Патрушева-младшего в последнем стала каким-то локальным мемом в высоких кругах. С середины десятых ему то грамоту вручат, то орден дадут. И все за вклад в развитие сельского хозяйства, за добросовестный труд в аграрном комплексе. Даже звание заслуженного сельхозработника Чеченской Республики имеется. А когда в 2018 году дошло до определения на должность в правительстве, Дмитрию Патрушеву закономерно дали назначение министром сельского хозяйства. В 23-м даже случился забавный эпизод, когда Путин на прямой линии признался, что интересовался у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами. Мол, а куда делись-то и от чего цены растут? И идея продвинуть этого персонажа в преемнике, очевидно, носилась в воздухе. Но влияния отца Николая Платоновича на это не хватило. В прошлом году Патрушева-младшего отправили на формальное повышение, сделали вице-премьером по сельскому хозяйству и экологии, а вдобавок доверили разбираться с эпидемиями скота. Но по факту эта должность меньше связана с реальной властью и полномочиями. Бюджет и рычаги влияния остались у министерства, а на должности вице-премьера требовалось в основном писать доклады. Дальше поговорим о еще нескольких персонажах. Сначала небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. В последние месяцы США поставляют много негативных новостей из-за действий Дональда Трампа. Однако за один президентский срок невозможно разрушить устойчивые демократические институты и потерять лидирующие позиции в мировой экономике. В истории США уже были президенты с сомнительными решениями. Однако власть там регулярно сменяется, и после нынешнего президента придет новый. Что действительно неизменно, так это отношение к легальным мигрантам, привозящим в страну свои деньги и компетенции. Им по-прежнему рады, а профессионалам все так же готовы платить высокие зарплаты. Адвокаты мигратора уже 15 лет помогают переехать в США специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям. Для последних также предлагают пиар-поддержку. Если у вас недостаточно доказательств для визы таланта, такая поддержка может здорово увеличить ваши шансы с помощью инструментов маркетинга. Поэтому, если вы блогер, спортсмен, музыкант или, например, фотограф, и вдруг думаете, что вы недостаточно талантливы для американской визы таланта, обратитесь к специалистам мигратора. Консультация бесплатная, и вам сразу честно скажут, есть у вас шансы получить визу США или нет. Приукрашивать реальность, чтобы продать свои услуги, мигратор не станет, ведь гарантию результата они прописывают в каждом договоре и возвращают деньги в полном объеме, если клиентам не одобряют петицию на визу.
Но такое случается редко, успешных кейсов у мигратора 95%. Все потому, что кейсами занимаются опытные адвокаты с лицензией в США и стажем от 15 лет. Среди них немало русскоязычных, а это огромный плюс. Не возникает недопонимания при обсуждении бюрократических тонкостей. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте себя и свои заслуги. Просто попробуйте и переезжайте без проблем и с комфортом. Продолжаем. Следующий преемник – Алексей Дюмин. Сам военный, из семьи военных, герой России, генерал-лейтенант. Послужил во всех ключевых спецструктурах режима – в ФСО, ГРУ и ФСБ. В нулевых входил в команду телохранителей президента. Вокруг Дюмина есть куча мифов, которые рисуют архетипичный образ верного оруженосца. И сам он образ этот с энтузиазмом поддерживает. В интервью прозрачно намекает, что 100 раз Владимира Владимировича от смерти спасал. Медведя от него отгонял. В океане утонуть не дал. А еще Януковича из Украины в последний момент успел вывести и Крым помогал присоединить. Да еще и вратарь в ночной хоккейной лиге. Человек, в общем, героический. Как раз после Крыма и Януковича Дюмина начали назначать на высокие посты. Сначала замом министра обороны, потом губернатором Тульской области. А вот в прошлом, 2024 году, сделали помощником президента и членом Совбеза, да еще и секретарем Госсовета. Госсовет, если все уже забыли, это такой спящий орган, который вроде как собирался возглавить Путин, когда отойдет от дел и будет не президентом, а простым и скромным национальным лидером. Правда, все нынешние должности Дюмина без власти и без бюджета. Управлять там нечем, кроме секретаря и водителя. Интересно, что произошло это практически в то же время, что и отправка на Алтай Турчака и формальное повышение Патрушева-младшего. Все три события случились в мае-июне 24-го. Когда прошли президентские выборы, церемониться с элитами большого смысла уже не было. И даже самые неформальные и неподтвержденные как бы преемники Путина были ни к чему. Тогда же, кстати, и Патрушева-старшего отправили заниматься кораблестроением. Успехов в кораблестроении. В общем, крупному силовому клану нашли несложное занятие. Что Дюмин, что Турчак, что Патрушевы, то люди, которые даже в последние годы оставались на слуху. А вот если вы родились года после, 2000-го, то о следующем персонаже, возможно, никогда и не слышали даже. Сергей Иванов – первый в российской истории сугубо гражданский министр обороны, который, в отличие от Сергея Шойгу, не навешивал на себя потешного генеральского кителя, а принимал вполне себе парады в штатском пиджаке и по этому поводу не комплексовал. Сергей Борисович Иванов – единственный в нашем списке человек, который в преемниках ходил, если не официально, просто потому что такого документального подтвержденного статуса нету, но ходил он почти официально. 2007 год – это время гонки преемников. Когда двух человек, Медведева и Иванова, синхронно назначили первыми вице-премьерами. И даже публично все подавалось таким образом, что кто проявит себя более эффективным, тот и сменит Путина на посту. В 2007 году, когда Путин заканчивал править в конституционных рамках, разговоры о передаче власти не просто не пресекались, они максимально поощрялись и были официальной государственной политикой. В том году Иванов и Медведев были, видимо, самыми публичными чиновниками в России вообще, едва ли не публичнее Путина. Оба де-факто вели избирательные кампании, направленные на единственного избирателя. И у нас нет никаких причин считать, что каждый искренне не верил в возможность стать тем самым выбором. История эта продолжалась ровно до осени, когда официальным преемником стал Дмитрий Медведев, а на Сергея Иванова будто рухнула бетонная плита. Его карьера пошла отвесно вниз. Из первых вице-премьеров сразу с инаугурацией Медведева Иванов превратился в обычного вице-премьера, без полномочий. Позже, почти сразу после рокировки осени 2011 года, когда Путин объявил о своем возвращении, за 2 дня до эпохального митинга на проспекте Сахарова 22 декабря Иванов покинул правительство и занял должность главы президентской администрации. Там, очень незаметно для публики, он просидит до 2016 года, а с тех пор уже почти 10 лет занимает настолько осмысленное место, что его не просто даже выговорить. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Занимается там охраной дальневосточного леопарда.
Что же такое происходит со всеми потенциальными преемниками? Почему они то кораблестроением отправляются заниматься, то дальневосточным леопардом, то в горно-алтайске 60-тысячном правительство в отставку отправляют? У этого есть фундаментальные причины, характерные для персоналистской автократии на исходе своих лет. С одной стороны, все прекрасно понимают, вопрос передачи власти – это, пожалуй, единственная проблема, которую нельзя отменить или забыть ни в каком режиме. Конституцию можно переписать. На приличие можно забить, оппонентов посадить, протестующих разогнать, кого надо купить, кто не продается, тех уничтожить или выдавить. Это все можно. Но природу обмануть не можно. Она придет за всеми. Причем, если вам 40, как, например, мне, или того меньше, то еще можно думать, что придет она когда-нибудь никогда. А вот если речь про Путина, которому за 70, то естественный конец становится весьма близким и весьма реальным. Если Владимир Путин прямо сейчас выйдет из Кремля и дойдет до ближайшего отделения банка, ему, скорее всего, не дадут сколько-то серьезный кредит. Потому что банки наши в среднем хотят, чтобы на момент последнего платежа заемщик был не старше 75 лет. С людьми старше финансовые отношения взаимодатели уже не особо рассматривают. Путин находится в таком интересном возрасте, когда перспектива его смерти становится для окружающих фактором принятия решений. Когда 2-летний заем на холодильник еще можно дать, а вот 5-летний на китайский джип уже сомнительно. Каким бы лояльным оптимистом ты ни был, ты не можешь с каждым годом все яснее не чувствовать, что Россия без Путина обязательно будет, что ты до нее доживешь, причем удивительно скоро. С другой стороны, это того рода тема, о которой вообще нельзя говорить вслух, тем более на официальном уровне. Ведь если в принципе существует человек, который в путинской системе может заменить Путина, если можно себе представить некоего преемника, который будет моложе, энергичнее и ничем не хуже, то абсолютно непонятно, почему бы не заменить Путина прямо сейчас. Зачем нужно издеваться над Конституцией, ждать годы и годы, пока Путин помрет, а преемник постареет? Сама мысль, что Путин, в общем-то, заменяем, для персонального правления губительна, потому что непонятно тогда, отчего бы его не заменить сейчас. Что опасно даже измышления о переменах, отлично видно на примере Дмитрия Медведева. Человек, который однажды уже дал ответ на вопрос, если не Путин, то кто? И дал вполне успешно. Оказалось, что без Путина самолеты с неба не начинают падать, на улицах не начинается кровавая резня, трубы не лопаются, черные воронки по городу не ездят. Не происходит никакой катастрофы, даже наоборот. Происходит чуть ли не ренессанс российского государства, период максимального сближения с западным миром. Происходит то, что сейчас воспринимается как ностальгическое прошлое, когда президент рассуждал о свободах, а не о печенегах. А Россия действительно выглядела как адекватное и привлекательное во всех отношениях место, когда государство вдруг заговорило по-человечески, и его было приятно слушать. Последние годы Дмитрий Медведев делает все от себя зависящее, чтобы никому даже в голову не пришло связать с ним какие-то светлые воспоминания, а уж тем более совсем уж Господь не приведи, планы на будущее. Каждым своим постом, каждым выступлением Дмитрий Медведев говорит: «Меня даже за руль нельзя сажать, какое мне государство? Я ни в коем случае ни на что не претендую, граждане! Не рассуждайте по моему поводу, пожалуйста, не поите меня новичком». Дмитрий Медведев всем своим примером показывает, что быть номером 2 в такой системе не просто губительно для карьеры, это опасно для жизни. Нет ничего более рискованного, чем сидеть тут таким красивым в Совете Безопасности и для всех ассоциироваться с хорошими временами, которые неплохо бы вернуть. Единственный способ для 3-го президента России пережить нынешние времена – превратить себя в такое посмешище, которое никто даже с похмелья не сможет представить ни на какой должности с настоящей властью и полномочиями. Можно долго объяснять, и мы это дело любим, почему в таких системах, как наша, не может быть живого преемника. Но вместо того, чтобы потратить кучу времени на подобные объяснения, можно просто посмотреть на те усилия, которые прикладывает естественный преемник, чтобы никто не мог даже прикинуть его кандидатуру. Как взрослый человек и в прошлом президент Российской Федерации себя унижает и растаптывает, лишь бы выжить. Так что преемников не предвидится. До завтра.